Давайте сразу уточним, что к бюджетным пылесосам относятся модели стоимостью от 10 до 20 тысяч. Роботы эконом-класса за 5-7 тысяч, конечно, могут приносить пользу, особенно если это ваш первый робот и у вас минимальное ожидание. Но здесь мы их рассматривать не будем из-за устаревшей конструкции, слабой навигации и низкой эффективности. По мнению BestRobot, хороший бюджетный робот должен строить карту с выбором комнат, показывать результаты уборки, сопоставимые со средним классом, и хотя бы профилактически вытирать полы. О лучших 10 пылесосах такого типа я и расскажу прямо сейчас. Первые 4 модели в подборке фирменные тесты не проходили, но цена слишком сладкая, а отзывы неплохие, поэтому внимания они точно заслуживают. Nitsvar X600 Pro на распродажах Али продается за 15 тысяч. Главное достоинство этой модели – лидар и представительный аккумулятор на 5200 мАч. Робот строит точную карту с разбивкой на комнаты, обрабатывает квартиру до 100 квадратных метров с одного запуска. Касательно заявленных 6000 паскаль обольщаться не стоит. Рабочий блок фиксированный. Он не прилегает к полу, из-за чего воздушный поток рассеивается над поверхностью. Поверхность светлого ковра X600 Pro почистит, из глубины не достанет, а на темный ковер так и вовсе не заедет. Еще один минус – отдельные контейнеры для сухой или влажной уборки. Одновременно пылесосить и вытирать Nitsvar не умеет. У Honor R2 такой проблемы нет, потому что у него совмещенный контейнер. Пылесборник вставляется в бак с водой. При этом R2 – один из самых дешевых пылесосов с лидаром. Сейчас он стоит от 12 до 15 тысяч, а на распродажах бывает за 9. При этом робот не только делит квартиру на комнаты, но даже позволяет настроить параметры для каждой из них. Русский язык есть, с Алисой дружит. Швабра с насосом и с прижимными кнопками, реализованы они просто, но все равно эффект дают. А для сухой уборки – щетка с лепестками и щетиной, расположенная в фиксированном рабочем блоке. По цене с этим пылесосом может конкурировать разве что Midea M7. Полноразмерный робот с глянцевой, практически зеркальной крышкой за 12 тысяч. Чтобы понять, что он из себя представляет, можете посмотреть наш обзор Midea M7 Pro. Обычный M7 такой же, только без вибромодуля. Вместо него статичная салфетка, но с неплохим прилеганием к полу и с очень интенсивным смачиванием, которое на деревянном полу можно уменьшить. Карта с разделением на комнаты без персонализированных настроек. Навигация без погрешностей. Русский язык. Midea M7 хорошо чистит тонкий ковер, особенно если в доме линяющие питомцы. Но до пылесборника добирается лишь малая часть шерсти. В основном все наматывается на щетку, а почистить ее тот еще квест, потому что торцы несъемные. Лепестково-щетинистая щетка Lista R1D более эффективная. Она забрасывает в пылесборник крупный мусор и счищает прилипшую грязь. Плюс у нее съемные торцы. Можно быстро снять намотавшиеся волосы. Обратите внимание на окошко в бампере. Боковой датчик, который в бюджетном сегменте встречается нечасто, он отмеряет расстояние до стены, чтобы торцевушка не оставляла неубранных зон. В приложении есть особые настройки для каждой комнаты и функция повышения мощности на ковре. Конечно, в случае Lista R1D это формальное преимущество, поскольку запускать робота всегда нужно в максимальном режиме, но все равно приятно. На маркетплейсах данную модель можно найти за 15-16 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале BestRobot. Ссылка в описании под роликом. Теперь переходим к протестированным роботам. Классический Mi Robot Vacuum Cleaner S10 может похвастать образцовой навигацией с обходом ножек мебели и функциональным приложением с настройками по комнатам. Рабочий блок хоть и неподвижный, но ламинат убирает компетентно. 95% мусора и песка улетают в пылесборник. На коврах выступает слабее, но для профилактической уборки сгодится. А вот ожидания от влажной уборки не оправдались. Большая швабра плохо смачивается и почти не прилегает к полу. Даже пятна сока не отмывает. По системе оценки BestRobot Vacuum Cleaner S10 набрал 42 балла. Не бог весть сколько, но поверхность пола убирает достойно. В качестве альтернативы можете рассмотреть Mi Robot Vacuum T12. Конструкция один в один, только чуть меньше паскалей и стоит дешевле.
Чуть выше – уникальный пылесос с фиксированным лидаром Truver M1. Башенку убрали, чтобы не мешало. Без нее Truver заезжает под мебель до 8 сантиметров. Лидар зафиксировали за окошком в бампере, а поскольку он не вращается, вращаться приходится самому роботу. Из-за этого уборка превращается в танец с пируэтами, но картография такая же, как у аналогов с башней. Truver M1 не такой мощный, как заявлено. Только 2 мм в щелевом тесте, зато хотя бы тихий, до 58 дБ. Мусор на ламинате, включая песок, собирает на 95%. Отличный результат. Для ковров пылесос как будто не предназначен. Даже Carpet Boost нормально не работает. По системе оценки Truver M1 набрал 54 балла. Почти столько же, сколько Dreamy F9. Модель хоть и старая, но по-прежнему актуальная за счет выдающейся сухой уборки. Турбощетка в рамке со шторками, несмотря на скромные 2500 паскаль, собирает до 100% мусора на разных покрытиях. И даже мохнатый ковер вычищает на 90%. Песок, шерсть, наполнитель – все это по итогу оказывается в пылесборнике. У Dreamy F9 топовая батарея 5200 мАч, поэтому в отличие от Truver, его можно использовать в больших домах с низкими проездами под диван. Ключевой недостаток – нет лидара. Робот строит карту, она более-менее точна, с выбором комнат и прочими функциями, но навигация прямолинейная, с ударами в крупные предметы и без обхода ножек. Если в доме много мебели, наверняка останутся необработанные участки. По системе оценки F9 получил 55 баллов. Если бы набрал еще 1 балл, то вошел бы в 20-ку лучших, как Mijia Vacuum Cleaner Pro. Это самый технологичный робот до 20 тысяч. Помимо лидара, он вооружен активной камерой. Объезжает обувь, игрушки, сушилку и прочие предметы, кроме сюрпризов. Еще и отмечает на карте соответствующими значками. В приложении указано, что робот даже мебель распознает, хотя с прошивкой 2-летней давности подтвердить это не удалось. Пылесосит качественно. Ламинат и ковролин на 95-98% за 3 прохода. С коврами ситуация похуже. Салфетка хоть и лысая по краям, зато с подпружиненной кнопкой, поэтому спокойно вытирает водные пятна. И вы уже спрашиваете, почему же при наличии продвинутого функционала робот стоит так дешево? Дело в том, что Vacuum Cleaner Pro разработан для китайского рынка со всеми вытекающими. Нет гарантии, приложение на английском, а подключение через китайский регион. На второе место я поставил Dibot Y1 Pro. Вроде бы ничего особенного, но хороший баланс и качественное исполнение имеют значение. У робота аккуратная навигация в доме и при этом адская автономность. Убирает 167 квадратов на максимальной мощности всасывания. Правда, она не такая высокая. Написано 6500 паскаль, а на щелевом стенде едва вытягивает 4 мм. На коврах мощности не хватает, зато ламинат убирает на высоком уровне 94-95%. Салфетка без прижимных пружин, но плотнее, чем у Dreamy. Dibot Y1 Pro отмывает пятна лучше любого аналога, даже с грязью справляется. Больше всего в этой модели мне понравилась изобретательность инженеров. Они придумали выемки на турбощетке, чтобы легче счищать волосы. Заслуженные 57 баллов. На первом месте с большим отрывом от преследователя Dreamy D9 Max Gen 2. Пылесос второго поколения оправдал ожидания в плане мощности. Полосами вычищает щели глубиной 8 и 10 мм, а поэтому пылесосит лучше многих других. К примеру, Gen 2 собрал 95% песка с первого же прохода, 96% мусора на ламинате, 83% на ковре, причем без второго прохода вдоль стен. По качеству сухой уборки это лучший пылесос производителя из тех, что мы тестировали. Производительность тоже по сравнению с первым поколением подросла на 30%. Убирает 107 квадратов на максималках. Турбощетку заменили на валик, так что никакой возни с волосами. Но других улучшений не сделали, а влажную уборку даже упростили. Пятна пылесос отмывают откровенно плохо. Это нужно учитывать при выборе. В качестве альтернативы можно рассмотреть Dreamy F9 Pro. Он не такой мощный, подойдет для помещений до 70 квадратов. И у него есть турбощетка. Она лучше счищает шерсть ковра, но нуждается в постоянном обслуживании. Плюс-минус то же самое, что F9 Pro, но с более производительной батареей, и это старый D9 Max. Не вижу особых причин покупать его, но все равно добавлю в сравнительную таблицу, которую вы можете изучить в стоп-кадре. По системе оценки Best Robot, Dreamy D9 Max Gen 2 набрал 64 балла. Это определенно лучший робот-пылесос в категории до 20 тысяч на данный момент. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и поддержали ролик лайком. А пока и до новых обзоров!